Октябрь 1943-го. Днепр. Вода черная, как деготь, холодная, как смерть. Понтонный мост качается под сапогами, доски скользкие от крови и речного льда. 42 метра до западного берега, 42 метра под пулеметным огнем. Иван Чернов лежит в воронке на восточном берегу и считает секунды между очередями. 5, 4, 3. Немецкий МЖ-42 бьет по переправе методично, как маятник. Между его очередями пространство для жизни или для смерти. Он видит, как падает лейтенант Кравцов. Просто падает, без крика, без замаха руками. Падает в воду, и вода принимает его, не оставляя следа. 26 лет. Жена в Смоленске, дочка, которую он видел один раз, в 41-м, перед отправкой. Иван закрывает глаза, открывает. Берет винтовку Мосина, ту самую, что лейтенант оставил на бруствере перед последним броском. Это история об охоте, но не той, что показывают в кино. Это история о двух людях, которые никогда не встретятся лицом к лицу, но будут знать друг друга лучше, чем собственных жен. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите уведомления. Напишите в комментариях, из какого вы города и в какое время смотрите этот выпуск. Нам важно знать, что эта история доходит до вас. 12 октября 1943 года. 120-я стрелковая дивизия удерживает плацдарм южнее Киева. Плацдарм – громкое слово для куска земли размером в 2 футбольных поля. Земли, политые кровью 3000 бойцов за последние 4 дня. Немцы контратакуют каждые 6 часов. Артиллерия работает без перерыва, но переправа все еще держится. Потому что кто-то должен держать. Потому что Киев в 30 километрах. Потому что война не спрашивает, устал ты или нет. Иван Чернов не планировал становиться снайпером. Он вообще мало что планировал в этой войне. В 41-м его призвали из Тулы, где он работал токарем на оборонном заводе. 34 года. Жена Анна. Сын Петя, 8 лет. Худой, как тростинка, но с глазами, которые все видели и все понимали. Последнее, что Иван сказал сыну перед отправкой: «Береги мать, ты теперь мужчина». Петя кивнул, не заплакал. 8 лет и уже умел не плакать. Иван помнил это каждый день, каждый выстрел, каждую секунду, когда рука тянется к спусковому крючку. На фронт он попал в январе 42-го, под Харьков. Потом был Сталинград, потом Курск, потом Днепр. Между ними грязь, кровь, потери, имена, которые ты запоминаешь, а потом стираешь из памяти, потому что помнить всех – это сойти с ума. Меткость у Ивана была с детства. В деревне под Тулой он охотился на зайцев и лис. Отец учил: не торопись, дыши ровно. Целься не в тело, целься в намерение. Иван не понимал тогда, понял здесь, на войне. 13 октября лейтенант Кравцов передал ему винтовку с оптикой. Просто протянул, без слов, без приказа. Иван взял, почистил, проверил прицел. Лег в воронку на краю берега, откуда видна вся переправа и часть немецких позиций на западном берегу. Первый выстрел он сделал в 16 часов 20 минут. Немецкий офицер. Бинокль в руках, стоит у траншеи, показывает рукой направление артиллерии. Расстояние 450 метров. Ветер слабый, с востока. Поправка минимальная. Иван выдохнул, задержал дыхание, нажал. Офицер упал, бинокль покатился по земле. Рядом с ним солдат вермахта обернулся, заметался, закричал что-то. Второй выстрел Иван сделал через 30 секунд. В того самого солдата. Не потому, что хотел, потому что тот побежал к радиостанции, а значит, мог вызвать огонь на переправу. К вечеру на счету Ивана было 7 целей. Все офицеры или связисты. Все точные попадания. Он не чувствовал гордости, не чувствовал ничего, кроме усталости и странного холода в груди. Ночью он спустился с позиции, добрался до блиндажа, где располагался штаб роты. Комбат, капитан Седых, 42 лет, с лицом, изрезанным морщинами, как старая кора, посмотрел на него долго и тяжело. «Завтра продолжишь. Патроны будут. Позицию не меняй. Пока работает». Иван кивнул. «Чернов!» Капитан вдруг окликнул его у выхода. «Ты знаешь, что они тебя ищут теперь?» «Знаю. И все равно пойдешь?» Иван посмотрел на капитана. Потом на свои руки. Руки токаря. Руки, которые точили детали для танков, которые держали сына за плечи перед отправкой, которые сегодня убили 7 человек. «Пойду». Он вернулся в воронку, лег на мокрую землю, укрылся плащ-палаткой.
Достал из кармана гимнастерки маленький лист, засохший, желтый, с прожилками, темными как вены. Лист туляцкой березы. Анна положила ему в вещмешок перед отправкой, чтобы помнил. Иван зажал лист в кулаке, закрыл глаза. Утром 14 октября он сделал еще 11 выстрелов. Все в цель. Немецкая артиллерия сбилась с ритма. Переправа начала работать чаще, потери сократились. К вечеру 15 октября на счету Ивана было 40 подтвержденных целей. О нем заговорили бойцы с надеждой, командиры с облегчением, немцы с ужасом, потому что Иван Чернов стрелял не просто метко, он стрелял с какой-то страшной закономерностью, всегда в сердце, всегда офицеры, всегда в момент, когда цель чувствует себя в безопасности. Немецкие солдаты на западном берегу начали называть его «Гайст вом Остуфер» – «Призрак с восточного берега». Они рассказывали друг другу, что он невидим, что он не человек, что его нельзя убить. Иван не знал об этом. Он просто лежал в воронке, дышал ровно, считал секунды и стрелял. 17 октября в штаб 4-й танковой армии вермахта прибыла депеша от командования 24-го армейского корпуса. Текст был короткий. Потери среди офицерского состава на Днепровском участке за последние 5 дней – 23 человека. Все от снайперского огня. Просим направить специалиста. Генерал Герман Брейт, командующий армией, прочитал депешу дважды. Потом позвонил в штаб группы армии «Юг», потом в Берлин. 20 октября в штаб прибыл обер-лейтенант Герхард Ланге, 41 год. Высокий, сухой, с лицом, которое словно выточено из камня. Глаза серые, холодные, как осенний Днепр. Бывший инструктор снайперской школы в Таргау, ветеран польской кампании, Франции, Югославии. 118 подтвержденных целей. Железный крест 2 класса. Железный крест 1 класса. Немецкий крест в золоте. Ланге не любил войну, но он умел убивать. Умел лучше, чем кто-либо в его дивизии. Генерал Брейт показал ему карту. Указал на Днепровский плацдарм. Положил на стол фотографии. 23 трупа. Все офицеры. Все выстрел в сердце. «Это работа одного человека», — сказал Брейт. Ланге молчал. «Мы теряем управление участком. Переправа работает. Они укрепляют плацдарм. Если мы не остановим этого русского, через неделю мы потеряем весь берег». Ланге взял одну из фотографий, посмотрел на рану, на расстояние, на угол, потом на карту. 400-500 метров. Восточный берег. Хорошая маскировка. Он один. Откуда знаете? Если бы их было двое, они бы стреляли чаще. Это охотник, терпеливый. Он ждет цель, не тратит патроны. Брейт кивнул. Найдите его, уничтожьте его. Ланге сложил карту, встал. Мне нужна свобода действий, без приказов, без докладов. Я работаю один. Вам предоставлено все, что нужно. Ланге вышел из штаба, спустился к берегу, посмотрел на противоположную сторону. Туда, где в воронке лежал человек, которого он еще не знал, но уже начал понимать. 21 октября Ланге занял позицию в разрушенной колокольне в 400 метрах от берега. Достал винтовку Маузер К-98К с оптическим прицелом «Зайс». Проверил патроны, разложил карты, записал время, ветер, температуру. Потом лег, прильнул к прицелу и стал ждать. Иван Чернов в этот момент лежал в воронке на восточном берегу, проверял патроны, чистил прицел, зажимал в кулаке лист березы. Между ними было 400 метров Днепра. 400 метров черной холодной воды. Но расстояние уже не имело значения. Охота началась. Иван Чернов родился в 1909 году в деревне Красный Холм в 20 километрах от Тулы. Отец – кузнец, мать – из крестьян. Руки в мозолях, спина согнутая как коромысло, но глаза живые, умные. В детстве Иван ходил с отцом на охоту. Зимой на зайца, осенью на лису, весной на уток. Отец учил его не словами, а молчанием. Учил ждать, учил слышать лес. Учил понимать, когда зверь чувствует опасность, а когда расслабляется. «Не стреляй в движение», — говорил отец. «Стреляй в паузу». Иван не понимал тогда, понял только здесь, на Днепре. В 22 году семья переехала в Тулу. Отец устроился на завод тем же кузнецом. Иван пошел учеником токаря.
Работа была на станке. Детали для винтовок, потом для пулеметов, потом для танков. Металл под руками, масло, стружка, запах горячего железа. В 32-м женился на Анне. Она работала на швейной фабрике, шила гимнастерки для Красной армии. Худенькая, быстрая, с косой до пояса. Смеялась редко. Но когда смеялась, Иван забывал обо всем. В 35-м родился Петя. Слабый ребенок. Часто болел, мало ел. Но упрямый. Все пытался делать сам. В 5 лет уже помогал матери носить воду. В 7 ходил на рынок один. Иван помнил, как в последний раз перед призывом они сидели втроем за столом. Анна жарила картошку. Петя читал книжку про полярников. Иван чинил примус. Обычный вечер, обычная жизнь. Потом пришла повестка. Август 41-го. Завод эвакуировали. Анну с Петей отправили в Челябинск. Ивана на фронт. «Вернешься?» – спросила Анна на вокзале. Иван кивнул. Соврал. Потому что не знал. Потому что никто не знал. Сейчас, лежа в воронке на берегу Днепра, Иван часто думал о них. О Петиных глазах, серьезных, взрослых. О руках Анны, тонких, но сильных. О том, как пахло картошкой на сковороде. О том, как скрипел примус. Он думал об этом каждый раз перед выстрелом и после выстрела. Потому что каждый убитый немец – это еще один день, который приближает его к дому. К Анне, к Пете, к той жизни, которая когда-то была. И, может быть, будет снова. 22 октября. Иван проснулся в 4 утра. Холодно. Воронка промокла за ночь. Дождь шел до рассвета. Плащ-палатка насквозь мокрая. Сапоги тоже. Винтовка сухая. Ее он укрывал первый. Он вылез из воронки, прополз 20 метров к блиндажу, где штаб роты. Комбат Седых еще спал. Дежурный, сержант Кудрин, рязанский парень 21 года, кипятил воду на самодельной печке. «Чай?» Иван кивнул. Налили в котелок. Горячо, горько, без сахара. «Слушай, Иван», Кудрин посмотрел на него странно. «А ты не боишься, что они тебя найдут?» «Боюсь». «И что?» Иван отпил из котелка, подумал, и ничего. «Если найдут, найдут. Пока не нашли, работаю». Кудрин хотел что-то сказать, но промолчал. Налил себе чай. Они сидели молча минут 5. Потом Иван встал и вернулся к воронке. Маскировка – это не про ветки и траву. Это про терпение, про умение стать частью земли. Иван знал это еще с детства, с охоты на лис. Лиса видит движение, видит форму, но не видит неподвижность. Он укладывал позицию так. Сначала расширял воронку в одну сторону, туда, откуда удобно стрелять. Потом укреплял бруствер. Камни, дерн, доски от разбитых ящиков. Сверху ветки, трава, мох. Не свежие, вчерашние, подсохшие. Свежие выделяются цветом. Винтовку клал так, чтобы ствол не торчал над бруствером. Прицел в тени. Блеск прицела видно за километр. Стрелял всегда после паузы. Не сразу, как увидел цель. Ждал, считал, дышал ровно. Выдох, пауза, выстрел. Одна пуля, одна цель. Экономия не от бедности, от расчета. Чем меньше выстрелов, тем меньше шансов, что тебя засекут. Цели выбирал по приоритету. Офицеры, связисты, артиллерийские корректировщики. Рядовых не трогал. Не из жалости, из логики. Рядовой без офицера – это просто солдат. Офицер – это команда, приказ, организация. Убей офицера – сорвешь атаку. Убей связиста – сорвешь координацию. Убей корректировщика – спасешь переправу. Каждую цель Иван помнил. Не лица, расстояние слишком большое, но движения, жесты. Как офицер поднимал бинокль, как связист разматывал кабель, как сапер проверял грунт. Все это секунды перед смертью. Он не думал о том, что там, на той стороне Днепра, у каждого убитого есть имя, семья, дом. Не мог думать, потому что если начнешь думать, не выстрелишь, а если не выстрелишь, умрут свои. Комбат Седых, сержант Кудрин, саперы на переправе, санитарки в блиндажах. Все, кто рядом. Поэтому Иван стрелял. И не думал. 23 октября в 11 часов утра на немецкую сторону приехал автомобиль. Из него вышли 3. 2 солдата и офицер. Офицер высокий, худой, в длинном плаще. Солдаты несли ящики. Иван наблюдал в прицел. Расстояние 420 метров. Ветер слабый, северо-западный. Цель – офицер. Но Иван не стрелял. Что-то было не так.
Офицер не отдавал команды, не смотрел в бинокль, не показывал направление. Он просто стоял и смотрел на восточный берег. Долго, неподвижно, как будто искал что-то взглядом. Потом офицер развернулся и пошел к разрушенной колокольне, той самой, что стояла в 400 метрах от берега. Солдаты пошли за ним с ящиками. Иван опустил винтовку, вытер пот со лба. Сердце билось быстрее обычного. Он понял, это не обычный офицер, это тот, кто его ищет. В тот же день вечером в блиндаже штаба комбат Седых показал Ивану трофейный немецкий бинокль, который принесли разведчики. Нашли у убитого оберфейтера. Смотри. Иван взял бинокль. Тяжелый, добротный, с гравировкой на корпусе. И еще листок бумаги, засунутый в чехол. На листке схема. Восточный берег, примерные позиции и крестики. 23 крестика. Каждое место, откуда, по мнению немцев, мог стрелять снайпер. Один крестик стоял прямо на месте Ивановой воронки. «Они вычисляют тебя», — сказал Седых тихо. «Меняй позицию». «Если я сменю позицию, потеряю обзор переправы, а переправу надо держать. Если они тебя найдут, ты вообще ничего не будешь держать. Ты будешь мертв». Иван посмотрел на схему еще раз, потом на комбата. «Я останусь, но буду осторожнее». Седых вздохнул, кивнул. Знал, что спорить бесполезно. Ночью Иван лежал в воронке и не спал. Слушал. За рекой тишина. Слишком тихо. Обычно ночью немцы передвигали технику, рыли траншеи, разговаривали. Сейчас ничего. Как будто кто-то приказал молчать. Иван достал из кармана гимнастерки лист березы. Потертый, ломкий. Держал его в ладони и думал о Пете. О том, как они вместе ходили к реке ловить рыбу. Петя тогда поймал окунька, маленького, с ладошку. Радовался, как будто поймал щуку. Иван помнил этот смех. «Я вернусь», – прошептал Иван в темноту. «Обещаю, вернусь». На другом берегу в колокольне обер-лейтенант Герхард Ланге сидел у окна и смотрел в прицел. Ночное зрение у него было отличное, натренированное годами охоты в баварских лесах до войны. Он видел восточный берег, видел воронки, видел тени. Рядом лежала карта. На карте те же крестики, что были на схеме у убитого обер-эфрейтора. И еще записи. Время выстрелов, направление, тип целей, расстояние. Ланге анализировал. Снайпер стреляет в промежутке между 10 утра и 4 вечера. Никогда ночью, никогда на рассвете. Значит, позиция открытая, зависит от цвета. Значит, он один, без прикрытия, без наблюдателя. Стреляет только по офицерам и связистам. Значит, понимает структуру. Бывший военный или просто умный? Скорее второе. Военный бы стрелял по пулеметчикам тоже. Этот нет. Он экономит патроны. Значит, у него их мало. Или он осторожен. Всегда в сердце, не в голову. Почему? Голова меньше, труднее попасть. Сердце больше, надежнее. Значит, он стреляет не ради счета. Он стреляет ради результата. Ему не нужна слава. Ему нужна эффективность. Ланге отложил карту, закрыл глаза, попытался представить человека на той стороне. Кто он? Молодой? Старый? Профессионал? Любитель? «Ты охотник», – прошептал Ланге. «Как и я. Ты знаешь лес, знаешь терпение, знаешь, как ждать. Но ты не солдат. Ты человек, который стреляет, потому что должен, не потому что хочет». Ланге открыл глаза, посмотрел на восточный берег. «Я найду тебя. Не завтра, не послезавтра, но найду. Потому что ты оставляешь следы. Все оставляют следы. И ты тоже». Он лег на пол колокольни, укрылся шинелью, закрыл глаза. Попытался уснуть, но сон не шел, потому что он знал, завтра начнется настоящая охота. И в этой охоте выживет только один. 24 октября 1943 года. Рассвет. Туман над Днепром, плотный как молоко. Видимость не больше 50 метров. Иван лежит в воронке и слушает. Слушает тишину. Тишину, которая тяжелее любого грохота. Немцы не стреляют. Артиллерия молчит. Пулеметы молчат. Даже минометы, которые обычно работают по переправе каждые полчаса, молчат. Как будто весь западный берег вымер. Иван знает, это неспроста. Тишина на войне – это либо подготовка к атаке, либо ловушка. Третьего не бывает. Он проверяет винтовку. Патроны 23 штуки. Хлеб черствый на 2 дня. Вода в фляге холодная.
Лист березы в кармане гимнастерки рядом с сердцем. Туман начинает рассеиваться к 8 утра. Медленно, неохотно. Сначала проступают контуры. Берег, траншеи, разрушенные дома. Потом детали, потом люди. Иван смотрит в прицел. Западный берег, немецкие позиции. Траншея первой линии пустая, вторая линия тоже. Только на третьей линии, метрах в 500 от берега, видны силуэты. Но они не двигаются, стоят неподвижно, слишком неподвижно. Иван прищуривается, всматривается. Один из силуэтов – немецкий офицер, стоит у бруствера траншеи спиной к Ивану, руки на парапете, голова приподнята, как будто смотрит вдаль. Идеальная цель. Расстояние 480 метров, ветер слабый, освещение хорошее. Один выстрел, и офицер мертв. Но Иван не стреляет. Что-то не так. Офицер стоит слишком открыто, слишком долго, слишком уверенно. На войне так не стоят. На войне так умирают в первые 5 минут. Иван опускает винтовку. Ждет. Считает секунды. Минуты. 10 минут. 15. Офицер не двигается. Иван понимает, это манекен, приманка. Кто-то на той стороне хочет, чтобы он выстрелил. Хочет увидеть вспышку. Хочет засечь позицию. «Ты умный», — шепчет Иван. «Но я тоже не дурак». Он отползает от воронки. Медленно, на животе, не поднимая головы. 20 метров вправо, к старой траншее, которую вырыли еще в сентябре. Там другая позиция. Запасная. Менее удобная, но более безопасная. Он устраивается, прикрывается плащ-палаткой, укладывает винтовку, смотрит в прицел. На ту самую воронку, где лежал еще 5 минут назад. Ждет. В 11 часов 40 минут по старой воронке бьет миномет. 3 мины, одна за другой. Земля взрывается, летят камни, дым. Воронка превращается в яму глубиной в 2 человеческих роста. Иван лежит в траншее и не дышит. Если бы он остался там, сейчас был бы мертв. «Спасибо, отец», — думает он. «Спасибо, что научил не торопиться». На западном берегу в колокольне Герхард Ланге опускает бинокль, смотрит на дымящуюся воронку, молчит. Рядом обер-ефрейтор Шульц, минометчик, 24 лет, родом из Дрездена. «Попали?» – спрашивает Шульц. Ланге качает головой. «Нет, он ушел. Раньше, чем мы выстрелили. Откуда вы знаете?» «Потому что он не стрелял. Если бы он был там, он бы выстрелил в манекен или хотя бы пошевелился. Он ничего не сделал, значит, понял, и ушел». Шульц молчит, потом говорит тихо. «Этот русский, он и правда призрак?» Ланге смотрит на него долго, потом отворачивается. «Нет, он человек. Просто очень осторожный человек». Ланге возвращается к карте, зачеркивает одну из позиций, ту самую воронку, отмечает новую, траншею справа, записывает, меняет позиции, не стреляет на приманки, терпеливый, профессионал. Потом достает из ящика зеркало. Маленькое, круглое, размером с ладонь. Армейское, трофейное, отполированное до блеска. Зеркало – это старый снайперский прием. Ты ставишь зеркало на палке, высовываешь из укрытия. Противник видит блеск, думает, что это прицел, стреляет. Ты засекаешь вспышку, вычисляешь позицию, убиваешь. Ланге знает этот метод. Учил ему в Таргау. Применял во Франции и в Югославии. Работает почти всегда. Потому что снайпер – это охотник. А охотник не может удержаться, когда видит добычу. Он привязывает зеркало к палке, выставляет из окна колокольни. Медленно, осторожно. Ловит солнце. Зеркало вспыхивает, яркое, резкое, как выстрел. Иван видит вспышку из траншеи. Первая мысль – прицел, немецкий снайпер. Вторая мысль – слишком ярко. Прицел не так блестит. Это зеркало. Он не стреляет. Отворачивается. Закрывает глаза, чтобы зрение не ослепло от яркости. Ждет. Считает. 50 секунд. 100. 150. Открывает глаза, вспышка исчезла. Зеркало убрали. «Ты хочешь, чтобы я выстрелил?» – думает Иван. «Хочешь увидеть, где я? Но я не выстрелю, потому что я знаю, что это ловушка». Ланге в колокольне опускает зеркало. Смотрит на восточный берег. Молчит. Шульц рядом спрашивает, почему он не стреляет. Потому что он умнее, чем я думал. 25 октября Ланге меняет тактику. Вместо приманок и зеркал – разведка боем. Он отправляет на передовую группу из 5 человек.
3 рядовых, 1 ефрейтор, 1 унтер-офицер. Все в касках с винтовками. Задача – пройти по траншее первой линии, показаться на бруствере, имитировать осмотр местности. Один из них – настоящий офицер. Остальные 4 – рядовые, переодетые в офицерскую форму. Ланге хочет понять, может ли русский снайпер отличить настоящего офицера от подставного. Стреляет ли он по форме или по поведению. Группа выходит в 10 утра. 20 движется медленно, осторожно. Первым идет ефрейтор, молодой, 20 лет, из Баварии. Он высовывается из траншеи, смотрит в сторону восточного берега. Держится 5 секунд. Прячется. Иван видит его в прицел. Целится. Палец на спусковом крючке. Но не стреляет. Слишком молодой, слишком нервный. Движения дерганые. Это не офицер, это приманка. 2, 3 и 4 – то же самое. Все слишком напряжены. Все смотрят не туда, куда смотрит офицер. Смотрят в одну точку, туда, где, по их мнению, сидит снайпер. 5 – другой, старше, лет 40, спокойный. Смотрит не на восточный берег, а на свои позиции. Проверяет траншеи, проволоку, пулеметные гнезда. Поворачивается, говорит что-то солдатам. Жестикулирует, показывает направление. Это офицер, настоящий. Иван выдыхает, задерживает дыхание, целится. Сердце. Расстояние 430 метров. Ветер восточный, слабый. Поправка минимальная. Выстрел. Офицер падает. Солдаты кричат, прячутся в траншею. Один из них, тот самый молодой ефрейтор, выскакивает, пытается дотащить офицера. Иван видит его в прицел. Палец на спусковом крючке. Не стреляет. Рядовой. Не цель. Ефрейтор тащит офицера в траншею, исчезает. Иван отползает от позиции. Быстро, не поднимая головы. 30 метров влево к разрушенному сараю. Ложится там, укрывается досками. Ждет. Через минуту по траншее, где он только что лежал, бьет артиллерия. 3 снаряда. Земля дрожит, траншея рушится. Иван в сарае зажимает зубами край гимнастерки, чтобы не закричать от страха. Сердце бьется так, что, кажется, его слышно на том берегу. Он быстрый, думает Иван. Очень быстрый. Увидел вспышку и сразу вызвал огонь. У меня есть секунд 30 после выстрела. Не больше. Надо уходить быстрее. Ланге в колокольне смотрит в бинокль на восточный берег. Видит дым от артиллерии. Видит разрушенную траншею, не видит тела. «Опять ушел», — говорит он тихо. Шульц рядом молчит. Потом спрашивает. «Герр обер-лейтенант, а сколько у вас целей? Подтвержденных. 118. А у него?» Ланге молчит. Потом говорит. 43. Пока. Значит, вы опытнее. Ланге качает головой. Опыт — это не количество убитых. Опыт — это умение выжить. А он выживает. Каждый раз. 26 октября идет дождь. Холодный, мелкий, въедливый. Видимость плохая. Стрелять невозможно. Иван сидит у блиндажа штаба и чистит винтовку. Рядом сержант Кудрин, комбат Седых. «Чернов», — говорит Седых, — «тебя ищут. Серьезно ищут. Вчера разведка доложила. Немцы пригнали специалиста, снайпера, из Германии». Иван кивнул. Знал. Я видел его работу. И что? Он хороший. Очень хороший. Быстрый, точный. Использует приманки, зеркала, артиллерию. Знает, что делает. Седых молчит. Закуривает. Дым поднимается к закопченному потолку блиндажа. «Ты можешь уйти. Я дам тебе другую позицию. Или вообще переведу в другую роту. Снайперов у нас хватает». Иван смотрит на винтовку. На лист березы в кармане гимнастерки. Потом на комбата. «Если я уйду, он останется. И будет убивать наших. Офицеров, связистов, саперов. И переправа встанет. А если переправа встанет, мы потеряем плацдарм. А если потеряем плацдарм, война затянется. Еще на месяц, еще на год. И я не вернусь домой. К Анне, к Пете». Седых молчит. «Я останусь», — говорит Иван. «И я его найду, потому что он такой же человек, как и я. А человека всегда можно найти». Вечером того же дня Иван возвращается на позицию. Дождь кончился. Небо очистилось, выглянула луна. Холодная, острая, как штык. Он ложится в новую воронку. 4-ю за последние 3 дня.
укрывается, смотрит на западный берег, на колокольню. «Ты там», — думает Иван, — «ты там, в колокольне. Я знаю, я вижу, не сейчас, но скоро, скоро увижу». На западном берегу в колокольне Ланги тоже смотрит на восточный берег, держит в руках фотографию. Жена Ингрид, сын Курт, 8 лет. Такого же возраста, как сын русского снайпера, если у него есть сын. Ланги думает, что он делает здесь. Зачем? Ради чего? Ради родины? Ради фюрера? Ради приказа? Или просто потому, что не может иначе? Он убирает фотографию, ложится на пол, закрывает глаза. Завтра снова охота. Снова выстрелы. Снова смерть. «Прости меня, Ингрид», — шепчет он в темноту. «Прости, Курт. Я не знаю, вернусь ли, но я должен закончить это. Должен». Луна светит над Днепром. Холодная, равнодушная. Она видела тысячи войн, тысячи смертей, тысячи снайперов, которые искали друг друга в прицелах. И она будет светить завтра, и послезавтра, и когда все закончится. Потому что война – это не про победу. Война – это про выживание. И выживает не тот, кто сильнее. Выживает тот, кто умнее, осторожнее, терпеливее. Иван и Ланги знали это. Оба. 27 октября 1943 года. Утро. Иван находит его на рассвете. Мальчик лежит у разрушенного сарая в 50 метрах от воронки. Лет 12, может 13. Худой, в латаной рубахе, босой. Глаза открыты, смотрит в небо, не видит ничего. В руке банка консервов. Немецкая, тушенка. Иван стоит над телом и не может отвести взгляд. Мальчик похож на Петю. Те же худые плечи, те же длинные пальцы, те же серьезные глаза, которые уже видели слишком много. Рядом с телом следы, сапоги, немецкие. 2, может 3 человек. Они пришли ночью, оставили банку, ждали. Мальчик подошел, голодный, отчаянный, взял банку. Они его застрелили. Зачем? Чтобы Иван вышел, чтобы посмотрел, чтобы показался на открытом месте хотя бы на секунду. Приманка. Мальчик. Приманка. Иван опускается на колени, закрывает мальчику глаза. Руки дрожат. Впервые за всю войну дрожат. «Прости», — шепчет он. «Прости меня». Он знает, мальчик погиб из-за него, из-за того, что Иван здесь, из-за того, что он стреляет, из-за того, что немцы его ищут и готовы на все, чтобы выманить. Иван поднимается, смотрит на западный берег, на колокольню. Холодный расчет, который держал его последние дни, исчезает. Остается только ярость, чистая, жгучая, как кислота. «Ты убил ребенка», — думает Иван. «Ты убил мальчишку ради того, чтобы найти меня. Значит, я найду тебя. Обещаю. Найду». Он возвращается на позицию, берет винтовку, ложится, смотрит в прицел, ждет. Но теперь это не терпение охотника, это ожидание мести. В 10 часов 20 минут на западном берегу появляется группа немецких солдат, 6. Идут по траншеи, переговариваются. Один из них, унтер-офицер, показывает рукой направление. Иван целится. Расстояние 440 метров. Ветер слабый. Цель – унтер-офицер. Выстрел. Унтер-офицер падает. Солдаты кричат, прячутся. Один остается на открытом месте. Пытается понять, откуда стреляли. Иван целится снова. Выстрел. Солдат падает. 2 за день. Рядовой, не офицер, не связист. Просто солдат. Иван нарушил свое правило. Впервые. Потому что правила больше не имеют значения. Потому что он видит перед глазами мальчика с банкой консервов. 3 выстрел. 4, 5. Иван стреляет методично, холодно, как автомат. Не выбирает цели. Стреляет во всех, кто показывается. Офицеры, рядовые, неважно. Главное – убить, отомстить. К вечеру на его счету еще 7 целей. Самый кровавый день за всю войну. Комбат Седых находит его ночью в блиндаже. Иван сидит на нарах, смотрит в стену. Винтовка рядом, руки в крови. Чужой, своей, неважно. «Чернов, что с тобой?» Иван молчит. «Чернов, ты убил 7. 7 за день. Ты стрелял как бешеный. Немцы накрыли позицию из минометов 3. Ты чудом жив». Иван поворачивает голову, смотрит на комбата. Глаза пустые. Они убили ребенка, оставили как приманку. 12 лет. Босой, голодный. Седых молчит, потом садится рядом, закуривает, протягивает самокрутку Ивану. Иван качает головой.
Это война, Чернов. На войне убивают детей, стариков, женщин, всех, не только немцы. Мы тоже. Ты думаешь, когда наша артиллерия бьет по их позициям, там только солдаты? Там и беженцы, и мирные, и дети. Я знаю. Тогда зачем ты так? Зачем 7 выстрелов? Зачем рядовые? Иван молчит долго, потом говорит тихо. Потому что я не могу иначе. Потому что если я не убью их, они убьют еще мальчишек, еще стариков, еще моего Петю, если доберутся до Челябинска. Седых кивает, встает, уходит. Оставляет Ивана одного. Иван лежит на нарах и думает о мальчике, о Пете, о том, что на войне нет правых и виноватых, есть только живые и мертвые, и граница между ними тоньше волоса. На западном берегу в колокольне Герхард Ланге тоже не спит. Днем советская артиллерия била по немецким позициям. Долго, методично, тяжелыми снарядами. Один снаряд упал в деревню Петровку, в 2 километрах от берега. Там жили старики, женщины, дети. Те, кто не успел эвакуироваться, или не захотел, или просто не поверил, что война дойдет до них. Ланге видел дым, видел, как горят дома, видел, как немецкие саперы бегут туда с носилками. Потом они вернулись, без раненых, с телами. Среди них женщина, лет 40, в платке. В руках корзина с картошкой. Она шла с огорода, когда снаряд упал рядом. Осколок в сердце. Мгновенная смерть. Ланге смотрел на нее долго, не мог отвести взгляд, потому что она была похожа на Ингрид. Те же руки, то же лицо, те же морщинки у глаз. Он вернулся в колокольню, сел у окна, достал фотографию жены и сына, смотрел на нее и думал: зачем? Зачем он здесь? Зачем ищет русского снайпера? Зачем убивает людей, которых не знает и никогда не увидит? Ради Родины? Германия за 1000 километров. Ради фюрера? Фюрер не видел, как умирают женщины с корзинами картошки. Ради долга? Долг перед кем? Перед теми, кто развязал эту войну? Ланге закрывает глаза. Вспоминает дом в Баварии. Ингрид за столом варит суп. Курт играет во дворе, строит крепость из досок. Запах сосен, тишина, мир. «Прости меня, Ингрид», – шепчет он. «Я не знаю, зачем я здесь. Не знаю, что я делаю. Знаю только, что не могу остановиться, потому что если остановлюсь, все было зря. Все выстрелы, все убитые, вся эта война». Он открывает глаза, смотрит на восточный берег, на воронки, где прячется русский снайпер. «Ты тоже не можешь остановиться», – думает Ланге, «потому что у тебя тоже есть жена, или сын, или дочь. И ты думаешь, что, убивая меня, ты защищаешь их, как и я думаю, что, убивая тебя, защищаю Ингрид и Курта». 28 октября. Полнолуние. Ночь светлая, почти как день. Луна висит над Днепром. Большая, холодная, безразличная. Иван не может спать. Выходит из блиндажа, идет к берегу. Останавливается, смотрит на воду, на противоположный берег, на колокольню. В этот момент из колокольни выходит Ланге. Стоит у стены, смотрит на восточный берег, на силуэт человека у воды. Между ними 400 метров Днепра, 400 метров лунного света, 400 метров тишины. Оба видят друг друга, не в прицел, не через оптику, просто видят. 2 силуэта в лунном свете. Иван знает, это он, немецкий снайпер, тот, кто его ищет, тот, кто убил мальчика. Ланге знает, это он, русский снайпер, тот, кого он ищет. Тот, кто убивает его солдат. Оба могли бы выстрелить. Винтовки рядом. Расстояние приемлемое. Лунный свет достаточный. Но никто не стреляет. Потому что в этот момент они не снайперы, не враги, не немец и русский. Они просто 2 человека, уставшие от войны, от крови, от смерти. 2 человека, которые хотят домой. К женам, к детям, к жизни. Они стоят так минуту, 2, 3. Потом Иван поворачивается и уходит в блиндаж. Ланге тоже поворачивается и возвращается в колокольню. Оба знают, завтра снова начнется охота. Снова выстрелы, снова смерть. Потому что война не спрашивает, хочешь ты или нет. Война просто берет и заставляет. Утром 29 октября Иван возвращается на позицию. Проверяет винтовку, укладывается, смотрит в прицел. Ланге в колокольне делает то же самое. Охота продолжается. Потому что у них нет выбора, потому что они солдаты,
потому что на войне не бывает перемирия. Но теперь оба знают, человек на той стороне не монстр, не машина, не враг. Он такой же, как они. Он тоже устал, тоже хочет домой, тоже мечтает о мире. И это знание делает войну еще страшнее. Потому что убивать монстра легко, а убивать человека, который похож на тебя, это цена, которую платишь каждый день. Каждый выстрел, каждую секунду. Иван и Ланги заплатили эту цену. И продолжали платить. До самого конца. 30 октября 1943 года, предрассветный час. Иван не спал всю ночь. Сидел в блиндаже, чистил винтовку в 100-й раз, в 1000-й. Руки двигались сами по себе. Затвор, ствол, прицел, приклад. Каждая деталь знакома до боли. Каждая царапина, каждая вмятина, память. Патронов осталось 15. Хлеба на день. Воды полфляги. Лист березы в кармане гимнастерки, истлевший, почти рассыпавшийся. Иван достал его, посмотрел на свет керосиновой лампы. Прожилки едва различимы, как вены на руке умирающего. Он вспомнил Анну. Последний вечер дома. Она стояла у окна, смотрела на улицу. Он подошел сзади, обнял. Она не обернулась, просто сказала тихо: «Вернись, обещай мне, вернись». Иван обещал. Тогда он еще верил в обещание. Рядом на нарах лежал сержант Кудрин, храпел тихо, ровно. Молодой еще, 21 год. Целая жизнь впереди, если выживет. Иван встал, надел гимнастерку, взял винтовку, вышел из блиндажа. Небо на востоке светлело, серое, холодное, как металл. До рассвета минут 30. Он шел к позиции медленно, осторожно. Мимо разбитых траншей, воронок, обгоревших деревьев. Мимо могил, безымянных, отмеченных только палками-сказками. Сколько их здесь? 100, 1000. Никто не считал. Позиция сегодня особенная. Иван выбрал ее еще вчера. Развалины старой церкви в 300 метрах от берега. Стены полуразрушены, крыша провалилась, но колокольня еще стоит. Узкая, высокая, с бойницами, откуда видно весь западный берег. Опасная позиция. Слишком заметная. Но у Ивана больше нет выбора. Немецкий снайпер тоже в колокольне, на той стороне. Значит, сегодня решится все. Колокольня против колокольни. Снайпер против снайпера. Человек против человека. Иван поднялся по лестнице. Ступени скрипели, осыпались под ногами. Наверху пахло пылью, плесенью, смертью. Он лег у бойницы. Положил винтовку на край каменной кладки. Укрылся обломками досок. Прицел навел на западный берег, на немецкую колокольню. 420 метров, прямая видимость, идеальное расстояние, идеальный угол. «Ты там», — подумал Иван. «Ты там и ждешь меня, как и я жду тебя». На западном берегу в немецкой колокольне Герхард Ланги делал то же самое. Он поднялся туда еще затемно, один, без Шульца, без помощников. Это его дело, его охота, его война. Винтовка Маузер лежала на каменном выступе. Патронов 20. Хватит. Более чем хватит. Если не хватит, значит он промахнулся. А Ланги не промахивался уже 2 года. Он смотрел в прицел на восточный берег. Искал. Воронка за воронкой. Траншея за траншеей. Развалины. Дым. Тени. Потом увидел. Церковь. Колокольня. Узкая бойница в стене. И в бойнице едва заметный силуэт. Винтовка. Человек. «Вот ты где», – прошептал Ланги. «Вот ты и показался». Он улыбнулся. Не от радости, от облегчения. Наконец-то. Наконец-то эта охота закончится. Кто-то умрет, кто-то выживет, но охота закончится. Ланги вспомнил Ингрид. Ее письмо пришло неделю назад. Бумага тонкая, почерк дрожащий. Курт спрашивает, когда ты вернешься. Я не знаю, что ему отвечать. «Герхард, пожалуйста, вернись. Нам не нужны награды, нам не нужна война, нам нужен ты». Ланги хотел ответить, не смог. Что писать? Что он убивает людей на берегу холодной русской реки? Что не знает, вернется ли? Что иногда по ночам ему снятся лица убитых? Он убрал мысли о доме, сосредоточился. Прильнул к прицелу. Нашел силуэт в восточной колокольне. Задержал дыхание. Рассвет наступил в 6 часов 14 минут. Свет разливался медленно, неохотно. Сначала серый, потом розовый,
потом золотой. Туман поднимался от Днепра, белый, густой, как молоко. Видимость ухудшилась. Колокольни исчезли в тумане. Иван лежал неподвижно, ждал. Туман – враг снайпера. Но туман уйдет. Через час, через два – уйдет. Ланги тоже ждал. Палец на спусковом крючке. Дыхание ровное. Сердце бьется медленно, спокойно. Как у человека, который знает, что делает. В 7 часов 40 минут туман начал рассеиваться. Первым выстрелил Иван. Не в колокольню, в манекен, который немцы выставили у траншеи. Проверка. Проверка реакции. Ланги увидел вспышку. Запомнил место. Не ответил. Тоже проверка. Тоже расчет. Прошло 5 минут. Тишина. Только ветер шумит в развалинах, да вороны каркают над полем. Иван переместился. 2 метра влево к другой бойнице. Лег, прицелился, ждал. В 8 часов 12 минут из немецкой колокольни сверкнуло. Яркая резкая вспышка, выстрел. Пуля ударила в камень в полуметре от Ивана. Осколки полетели в лицо. Иван зажмурился, откатился в сторону. Кровь на щеке. Не глубоко, царапина, но близко. Слишком близко. Он видел меня, понял Иван. Видел, куда я переместился. Вычислил. Он лежал на полу колокольни, не поднимая головы. Считал секунды. Ждал второго выстрела. Не было. Он тоже ждет. Ждет, когда я покажусь. Минуты тянулись, как часы. Иван лежал на холодном камне и думал, как его перехитрить, как вычислить. Немец быстрый, точный, опытный. 118 целей. Профессионал. А Иван – токарь из Тулы. 48 целей. Самоучка. Охотник на зайцев, который вдруг стал охотником на людей. Но у Ивана есть одно преимущество. Одно, которого нет у немца. Ивану нечего терять. Он уже потерял все. Дом, семью, покой. Он здесь не ради славы, не ради наград. Он здесь потому, что если не он, то кто? Иван медленно пополз к третьей бойнице, самой узкой. Той, что выходит не на берег, а вбок, на поле между колокольнями. Лег, посмотрел в прицел. И увидел. Отражение. В луже воды посреди поля. Маленькое, искаженное, но различимое. Силуэт немецкой колокольни. И в бойнице тень, человек. Иван прищурился. Вычислил угол. Расстояние 440 метров. Ветер восточный 3 метра в секунду. Поправка 20 сантиметров вправо. Цель не видна напрямую, только отражение. Самый сложный выстрел в его жизни. Отец говорил: «Стреляй не в зверя. Стреляй туда, где зверь будет через секунду». Иван выдохнул, задержал дыхание. Целился не в отражение, целился в человека за отражением, в жизнь за тенью, в войну за войной. Выстрел. Звук раскололся над Днепром, как удар колокола. Эхо покатилось по берегам. Птицы взлетели с деревьев. Тишина. Иван не видел результата. Не знал, попал или нет. Лежал неподвижно, ждал ответного выстрела. Не было. Минута. 2, 3, 5. Тишина. Иван осторожно поднял голову, посмотрел на немецкую колокольню. Бойница пуста. Никого. Он ждал еще 10 минут, потом спустился вниз. Вышел из церкви, пошел к берегу. Ноги подкашивались, руки дрожали. Винтовка казалась тяжелой, как бревно. У берега стоял комбат Седых. Смотрел в бинокль на западную сторону. Опустил, когда увидел Ивана. «Чернов, немецкая колокольня. Оттуда больше не стреляют». Иван кивнул, сел на землю, закурил. Первый раз за месяц. Руки все еще дрожали. «Ты его убил?» Иван молчал. Потом тихо. «Не знаю. Может быть. Может, он просто ушел». Но оба знали, не ушел. На войне не уходят. На войне остаются. Навсегда. В немецкой колокольне нашли тело только на следующий день. Обер-лейтенант Герхард Ланге, 41 год. Железный крест первого класса. Немецкий крест в золоте. 118 подтвержденных целей. Пуля попала в сердце. Мгновенная смерть. В кармане гимнастерки фотография. Женщина и мальчик. Улыбаются. На обороте надпись: «Ингрид и Курт, Бавария, лето 1942». Иван узнал об этом через неделю. Из трофейных документов, которые принесли разведчики. Посмотрел на фотографию долго. Потом отвернулся, ничего не сказал. Что можно сказать? Что он убил человека, у которого была семья. Что у этого человека был сын, такого же возраста, как Петя. Что этот человек тоже хотел домой.
Иван знал все это. Знал до выстрела. Знал после. Но это не меняло ничего, потому что на войне нет правых и виноватых. Есть только те, кто стреляет первым. И те, кто умирает вторым. Переправа через Днепр работала еще 2 дня после дуэли. Потом плацдарм расширили, немцы отступили. Киев освободили 6 ноября 1943 года. Иван Чернов остался на фронте, воевал до конца войны. Берлин. 9 мая. Победа. Вернулся домой в июле 45-го. Анна встретила на вокзале. Худая, постаревшая, с сединой в волосах. Обняла, молча, долго. Петя стоял рядом. Вырос, стал выше отца. Смотрел серьезно, по-взрослому. Подал руку для пожатия. Иван пожал, потом обнял. Крепко. Так что мальчик, уже не мальчик, юноша, охнул. Они пошли домой пешком, через весь город. Иван шел и смотрел. Люди, дома, улицы. Все то же, все другое. Ночью, когда Анна и Петя спали, Иван вышел во двор. Достал из вещмешка лист березы. Тот самый, который носил всю войну, совсем истлевший, почти прах. Закопал его под березой, той самой, с которой Анна его когда-то сорвала. «Я вернулся», – прошептал Иван. Обещал, вернулся. Но часть его осталась там, на Днепре, в Воронках, в колокольне, в той секунде между выдохом и выстрелом. Часть, которую нельзя вернуть. Часть, которую забирает война. У всех. Навсегда. Иван Чернов умер в 1978 году. 89 лет. Тихо, во сне, в своей постели. Рядом Анна. Рядом сын, Петя. Уже сам дед, с внуками. Похоронили на городском кладбище в Туле. Скромная могила, скромный памятник. Надпись: Иван Николаевич Чернов. Ветеран Великой Отечественной войны. 1909-1978. Ни слова о снайпере, ни слова о Днепре, ни слова о 48 целях. Ничего. Потому что Иван не говорил о войне. Никогда. Ни с женой, ни с сыном, ни с внуками. Молчал. Как молчали миллионы других, тех, кто вернулся, но не смог забыть. Петя нашел документы через год после похорон. Старый вещмешок на чердаке. В нем медали, орденские книжки, справка о ранениях. И еще тетрадь. Школьная, в клетку, затертая. На первой странице дата. Октябрь 1943-го. Петя открыл. Прочитал первую строку. Закрыл. Руки дрожали. Потом открыл снова. Читал всю ночь. Это был дневник. Короткие записи. Скупые. Без эмоций. Только факты. Даты. Имена. Числа. 12 октября. Первый выстрел. Немецкий офицер. 450 метров. Попал. 15 октября. 7 целей. Переправа работает. 23 октября. Они знают, где я. Меняю позицию. 27 октября. Нашел мальчика. 12 лет. Мертв. Из-за меня. И последняя запись. 30 октября. Всего одна строка. Убил человека. Не врага. Человека. Петя закрыл тетрадь. Сидел в темноте и плакал. Первый раз с похорон отца. Плакал не от горя, от понимания. Понимание того, что отец прожил 33 года после войны с этим грузом, с этой памятью, с этими лицами, которые он не видел в прицел, но которые видел каждую ночь во сне. На следующий день Петя поехал в военкомат, запросил архивные документы о 120-й стрелковой дивизии, о снайперах, о Днепровском плацдарме. Документов было мало, многое сгорело, многое засекретили, многое просто потерялось в хаосе войны. Но кое-что нашлось. Справка от 21 ноября 1943 года. Командир 120-й стрелковой дивизии представляет к награде красноармейца Ивана Николаевича Чернова за уничтожение 48 солдат и офицеров противника, за обеспечение переправы через Днепр, за мужество и отвагу. Награда – медаль за отвагу. Скромная, рядовая. Таких тысячи. Иван получил ее в декабре 43-го. Носил всю войну. Потом дома, по праздникам, когда просила Анна. Без гордости, без радости. Просто носил, потому что надо. Петя продолжал искать. Нашел еще один документ. Немецкий, трофейный. Из архива 4-й танковой армии Вермахта. Донесение от 31 октября 1943 года о гибели обер-лейтенанта Герхарда Ланге, 41 год,
инструктор снайперской школы. 118 подтвержденных целей. Погиб при выполнении боевого задания. Посмертно представлен к рыцарскому кресту. В деле фотография. Высокий мужчина в форме с холодными глазами. Рядом женщина и мальчик. На обороте подпись «Ингрид и Курт». Петя долго смотрел на фотографию. Потом на дневник отца. Потом снова на фотографию. «Отец убил этого человека», — думал Петя. И этот человек пытался убить отца. Оба снайперы. Оба на войне. Оба просто выполняли приказ. Но кто из них прав? Кто виноват? Ответа не было. Нет, и не будет. Через месяц Петя поехал в Германию, в Баварию. Нашел деревню, указанную на обороте фотографии. Нашел дом. Старый, каменный, с черепичной крышей. Постучал. Открыла старая женщина лет 80. Седые волосы, усталые глаза. Ингрид Ланге. Петя представился, показал фотографию. Рассказал, коротко, без подробностей, о своем отце. О дуэли. О том, что оба выжили в войне, но оба остались там, на Днепре. Ингрид слушала молча. Потом сказала тихо, по-русски, учила в школе много лет назад. Мой муж тоже не говорил о войне. Вернулся в 45-м. Ранение в грудь. Чудом выжил. Думали, погиб тогда, на Днепре. Но нашли в госпитале. Эвакуировали. Прожил до 70-го года. Умер от старой раны. Осколок остался. Сдвинулся. Петя замер. Вы говорите, он выжил? Да. Контузия, ранение. Но выжил. Войну закончил в госпитале. Инвалид 2-й группы. Значит, мой отец не убил его. Ингрид посмотрела на Петю долго. Потом качала головой. Ваш отец ранил его. Очень тяжело. Герхард больше не мог стрелять. Рука дрожала. Зрение испортилось. Он стал другим человеком. Молчаливым, замкнутым. Каждую ночь кошмары. Каждое утро боль. Он умер в 70 лет. Но на самом деле умер там, на Днепре, в 43-м. Как и мой отец. Да, как и ваш отец. Петя сидел в доме Ингрид весь вечер. Они разговаривали о войне, о мужьях, о жизни после. Ингрид показала письма Герхарда с фронта. Короткие, сухие, без эмоций. Как дневник Ивана. Одно письмо. От 29 октября 43-го года. За день до дуэли. Всего несколько строк. Ингрид, я устал. Устал убивать. Устал прятаться. Устал бояться. Завтра все решится. Я найду его. Или он найдет меня. Один из нас умрет. Может быть, оба. Прости меня. Прости за все. Петя читал и видел перед глазами своего отца. Того самого, каким он был в последние годы. Молчаливым, отстраненным, живущим где-то далеко внутри себя. Они оба умерли там, сказал Петя. Просто тела еще жили. Ингрид кивнула. Петя вернулся в Тулу через неделю. Приехал на кладбище. Стоял у могилы отца долго. Потом достал дневник. Прочитал вслух последнюю запись. Убил человека. Не врага. Человека. «Нет, папа», — сказал Петя тихо. «Ты не убил. Ты ранил. Он выжил. Жил еще 27 лет. Растил сына. Внуков увидел. Но ты прав. Ты убил человека. Потому что тот, кто вернулся с войны, это был не Герхард Ланге. Это был осколок. Тень. Призрак. Как и ты. Как миллионы других». Петя сжег дневник в тот же вечер. Не из страха, не из стыда. Из жалости. Жалости к отцу, который 33 года нес этот груз и не мог поделиться ни с кем. Медали оставил, отдал в музей. Вместе со справкой о награждении. Вместе с фотографией. Иван в гимнастерке, молодой, с винтовкой. Теперь школьники приходят на экскурсии, смотрят на фотографию, слушают экскурсовода. Иван Николаевич Чернов, снайпер, 48 подтвержденных целей. Герой Днепровской переправы. Они не знают, что за каждой из этих целей – человек. С именем, с семьей, с мечтами. Они не знают, какой ценой даются эти цифры, какой ценой оплачена каждая война. Но, может быть, когда-нибудь узнают, когда вырастут, когда сами столкнутся с выбором, когда поймут, что на войне нет победителей, есть только выжившие, и те, кто остался там навсегда. Иван Чернов и Герхард Ланге встретились один раз – 30 октября 1943 года, через прицелы винтовок. На расстоянии 420 метров. Оба выжили физически, оба умерли духовно.
Потому что война не спрашивает, готов ли ты платить. Война просто берет. И берет самое главное – часть души, которая отвечает за веру в людей, в добро, в будущее. Через 80 лет после той дуэли мы все еще спорим, кто был прав, кто виноват, чья война справедливая. Но может быть вопрос не в этом. Может быть вопрос в том, что мы сделаем, чтобы наши дети никогда не стояли по разные стороны прицела, чтобы никому не пришлось выбирать между совестью и долгом, чтобы война осталась только в музеях и книгах. Иван и Герхард не знали ответа. Мы тоже. Но искать его – наш долг. Перед ними, перед всеми, кто остался там, на берегах Днепра, перед теми, кто еще не родился.